Шановні друзі, п'ятниця, вечір, і ми вас вітаємо в аналітичному центрі Український інститут майбутнього. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати дуже цікаву презентацію і дослідження, і індекс наших партнерів. Це Міжнародний інститут свободи. З нами Ярослав Романчук, наш друг, колега. Паспорта українського ще немає? Ще немає. Да, і тому він білорус з польським корінням, тому презентація сьогодні буде на північному діалекті української мови. Прошу до цього віднестись з розумінням. Але це дуже важливе питання. Сьогодні ми знаємо, що Україна зайняла там 150-те місце в індексі економічних свобод. Це тільки частина тих проблем, з якими ми стикаємось. І тематика, яку ми сьогодні будемо обговорювати, це національна економічна безпека України і індекс, який розраховує наш партнерський інститут. Прошу дуже уважно дивитись презентацію. Ця презентація, вона зроблена до цього дослідження, яке вже сьогодні доступно на сайті інституту. Я думаю, ми можемо там посилання в наших соціальних мережах також зробити. І я прошу, хто сьогодні з нами в аудиторії присутній, десь 30 хвилин буде презентація. Вопроси, будь ласка, задавайте після презентації і ми попросимо там промодерувати. Добре? Ну що, починаємо, Ярослав. Сцена ваша і розмовляємо на північному діалекті. Значит, детализировать нашу стратегию развития, которую мы представили в прошлом году. Это наша программа «Украина. Новый Запад», «Украинская экономика военного времени». И это один из тех элементов, который очень важен, потому что нам важно, как общепринято и в уряде, не только выиграть войну, но также не проиграть мир. И вот это про то, вот я недавно слышал и президента, и Свириденко Юлию, и многих других высокопосадивцев, и они говорят одно и то же. Да? Наше будущее – это высокий темп экономического роста, с одной стороны. С другой стороны, это также повернение 10 миллионов украинцев в страну. И эти задачи, они очень важны, потому что так или иначе связаны с экономической безопасностью, с тем, как мы ее видим. И индекс, как, например, индекс инновационного развития, индекс экономической свободы, индекс прав собственности, это не только какой-то рейтинг, который можно пиарить, это также конкретный policy. То есть те инструменты, которые мы предлагаем актуализировать для того, чтобы правительство, уряд взагалі, в целом правительство, когда я говорю с большой буквы, это не только там кабинет министров, это также и министерство, это также офис президента, это также Верховная Рада, правительство в целом, вместо чтобы не говорить слово государство, потому что у нас государство это state, а вот правительство это government с точки зрения языка. И вот после большой проработки материалов, это и работа, связанная с анализом европейской концепции безопасности экономической, она была принята в 2023 году. Это работы в этой тематике НАТО. Там много докладов есть, которые тоже про это. Это работы RAND Corporation, безусловно, очень хорошие. Да, мы придумали свою методологию. Принципиальное отличие нас от их в людиноцентричности, в том, что мы ставим во главу концепции человека, который выполняет разные функции. Функции инвестора, функции производителя, функции кредитора, функции потребителя. Так или иначе, человек в центре, он меняет фокус того, что должно быть. И когда мы говорим про конкретное традиционную роль, вы видите здесь дизрупция критичного импорту, санкции, национализация, конфликты. Эти все подходы вы видите в стандартной классической концепции национальной безопасности взагалі. То есть не экономической, а именно стандартной общей концепции безопасности. Когда же мы говорим про людину в центре политики, тут смещается фокус, потому что есть факторы, которые важны для того, чтобы создать максимальные благоприятные условия для него. Вот когда логика, например, забезпечить материальную базу для нашего ЗСУ, что значит нужно? Нужно
узброение, нужно оружие. Для того, чтобы было оружие, нужно, чтобы были технологии. Чтобы были технологии, нужно было бы, чтобы светлые головы, мозги и доступ к этим технологиям через лицензии. Для того, чтобы это получить, нужны права собственности. И так, то есть мы в конечном итоге этот ланцужок там продлеваем и в конце концов упираемся в человека. Да? И что бы ты ни делал, либо ты говоришь про ЗСУ, ты говоришь про производство конкурентоспособности, ты говоришь про включение в глобальные цепочки ценностей, так или иначе все упирается в человеческий капитал. Отдельная тема – это тема повернення людей. Опять-таки, мы один подход, ты будешь работа, ты будешь 5, 7, 9 делать, ты будешь льготы раздавать, у тебя всегда будет ограниченный ресурс, и это ограниченный ресурс на 2-3%. Когда мы говорим про то, что нужно украинцам, чтобы они повернулись до дому, это совершенно другой подход. Что драйвило европейцев ехать в Америку? Свобода. Что драйвило там, других людей ехать в страны, там, ту же Ирландию, которые сейчас приехали, в Сингапур едут? Что делать? Свобода. Поэтому, когда мы говорим про человек-людиноцентричность, и мы не говорим прежде всего про нейтрализацию рисков для человека в сложном современном мире. И этот индекс позволяет уряду диагностировать конкретные слабые места в системе институциональной безопасности страны и безопасности взагалі в целом. Поэтому, когда мы говорим вот про этот подход, у нас есть от народження до підтримки вскрути, инвестиций, заощадження. Каждый из этих элементов имеет свои возможные конкретные оценки. И в рамках этих оценок нам просто нужно, где мы находимся и в какую сторону мы нужно двигаться. Совершенно просто все, да? Поэтому сначала нужно начинать с диагностики, и наша задача каждый год представлять индекс для того, чтобы диагностировать и оценивать, делать такой аудит, как наш уряд, правительство в целом, движется по направлению к созданию и укреплению экономической безопасности в целом и безопасности страны в целом. Да. Что такое система экономической безопасности? Это захист життя та здоров'я людини, реализация принципов верховенства права. Видите, вот все эти вещи, которые важны для безопасности человека. Почему именно эти факторы? Потому что если посмотрите на эмпирическую базу данных там, за 30 лет, то есть очень четкая корреляция между свободой и ростом доходов, между правами собственности и ростом доходов, между бедностью и ростом доходов, между там, открытостью и так далее, и так далее. Все параметры, которые вы здесь видите, да, они так или иначе объясняются, вот когда вы почитаете это, вот у нас в концепции написано, да, там много-много данных, вы видите корреляцию. Причем, когда 30 лет назад этого не было еще, когда мы говорим сегодня про развитие, мы четко указываем на то, что за 30 лет накопилась большая, огромная эмпирическая база на основании там, анализа 150-65 стран, и четко есть указание на то, что нужно делать для того, чтобы вот этот рост был. Буквально вчера был вот свежий индекс защиты прав собственности, где написано, если все страны мира поделить на 4 равные квинтиля группы, да, то в 25% самых стран с самой надежной защитой прав собственности доход на душу населения в 19 раз выше, чем в группе стран, в которой, собственно, этих прав собственности нету или она очень слабая. И не будет вам секретом сказать, что Украина в этом рейтинге заняла 102 место, и не будет вам секретом сказать, что за 30 лет мы никогда не были в первой сотне, как и не были в индексе экономической свободы. Поэтому вот это идет определение того, что такое экономическая свобода. Вот, потом мы визначаємо національно-економічну безпеку також. Вот, и это первый инновационный инструмент, который мы предлагаем для того, чтобы реализовать его на практике. То есть от точки А в точку Б мы должны как-то пройти. Мы можем описать совершенно классно точку Б, как мы должны там быть, и верховенство права, и социальная защита, и хорошая пенсия, и хорошие финансовые инструменты. Но вопрос в том, как туда идти. Это вот то разногласие, которое у меня есть и с нобелевскими лауреатами, и с большинством моих коллег в Украине, и в Западной Европе, и США, потому что они в рамках development economics, экономики развития, не предусматривают транзит
Для них государство – это набор институтов, которые по определению выполняют свою работу качественно. Это набор честных, добросовестных, неэгоистичных, справедливых субъектов, которые знают, куда идти. Вот таких людей, это вот, на самом деле это миф такой, и важно нам, экономика, наука, изучающая реальных людей, а не homo economicus, понимать, что это является тем слабым местом, которое нужно каким-то образом нейтрализовать или вред от которого нужно минимизировать. Для этого есть гамивна сорочка, это 6 конкретных ограничений на государство, для того, чтобы перейти из режима совок госплан или там олигархат схематоз в режим small government, flexible, smart, efficient, то есть умный, динамичный, подвижный. И это и есть то, что как бы новация, да, для Украины, потому что если мы этого не сделаем, то мы всегда будем зависеть от популизма, риски популистических камбэков всегда будут возрастать. Вот если, представьте себе, мы победили в войне, и нам нужно формировать новую экономическую политику, у нас правительство реформаторов, вот Михаил, Сергей, там, Анатолий, все мы собрались, мы будем делать free market, мы будем делать там, экономику майбутнего, и вот мы сделали хорошие законы, а пришел через цикл там 3-4 года другой, и вместо продолжения вот этих хороших наших вещей, он все просто отменил своими распоряжениями или указами. Нету continuity. А мы, как знаем, для того, чтобы сделать хороший институт, нужно как минимум 20 лет. То есть там 3-4 политических цикла было. И вот это вот то, что нейтрализует или минимизирует риски совершения социалистического та интервенционистского камбэка. Ми граничний рівень видатків органів державного управління 25%, також ми граничний рівень інфляції, граничний дефіцит бюджету, обсяг державного боргу, ресурсів активів державної власності і також гранична зайнятість у держсекторі. Принцип ограничений лимитов не мы придумали. Принцип ограничения лимитов гамивна сорочка – это вот, если вы знаете, маастрихтские критерии, да, которые при вступлении в зону евро, у вас есть четкие критерии – инфляция, держборг и дефицит бюджета. Там еще 4-й критерий – это свободный обменный курс в режиме там ИМА. Это все есть. То есть здесь мы только распространяем ограничения на, собственно, сам государство. И понятное дело, что когда у вас это в государстве есть, это четкое KPI для органа власти. Для Национального банка 2% инфляция, для Министерства финансов у нас бездефицитный бюджет или держборг, и в рамках этого, друзья, вы уже выбираете приоритеты. Безусловно, приоритет – это оборона, это безопасность, а все остальное – это частный рынок, это бизнес и это общество. Здесь мы говорим супер важный момент. Экономическая безпека – это не только про державу, это про супрацию, про синхронность действий 3 важнейших элементов. Держава, суспільство и бизнес. Причем у нас настолько сильный перекос в сторону державы, что у нас для бизнеса и для суспільства практически ничего не остается. 4 года подряд, если взять еще 25 год, дефицит бюджета органов госуправления Украины превышает 20% ВВП. Держборг більше за 100% ВВП, при инфляции среднегодовой за 4 года 12,7%, это зона красная рисков. Это абсолютно неприемлемая макроэкономическая политика. Это, когда мы говорим, наше задание – сделаться субъектом мировой политики, сделаться субъектом за столом переговоров корпораций, бизнесов, организаций. Значит, ты должен быть сильным. Это политика ослабления страны. И то, что мы видим, буквально вот закончил анализ свежего доклада МВФ, да, где четко до 2033 года прописано не развитие, не динамичность, не модернизация, а супер грубо такое маленькое тихое загнивание. Вот. И это тот документ, который подготовили с участием Министерства финансов, Национального банка, Министерства экономики. Это теоретически плохой документ. Опять-таки нужно понимать, что в нем как раз и кроются многие эти риски, угрозы, которые необходимо нейтрализовывать. Поэтому основные риски с точки зрения опять человекоцентричности –
Это когда, например, вот мы увеличиваем витрати виробництва та споживання фізичних та юридичних особ. Вот речь идет о налоговых витратах, о регуляторных витратах и о, например, транзакционных издержках, транзакционные вытраты. И вот это очень важно понимать, что бухгалтера, они считают только налоги, они считают издержки, там, связанные там, с коммуналкой, с транспортом, с наймом рабочей силы. А с точки зрения экономической науки, да, вот вы, люди в бизнесе, да, они понимают, что они должны тратить на регуляторную, какую-то там выполнение требований государства в регуляторке, на транзакции между собой, есть целая теория транзакционных издержек. И в конце концов, когда вы все посчитаете, вы придете к ужасной цифре, что, вот мы сравнили это с расходами домашних хозяйств. Средние расходы домашнего хозяйства в Украине в год 7200 в долларах, да, 67% этой суммы, да, в эквиваленте, это издержки, связанные с государством. И вопрос, который мы должны с вами задавать, потому что у нас нет денег, у нас дефицит денег, если столько денег мы тратим, потому что у нас такое государство, а что мы получаем взамен? Безопасность? Дивись, на ЗСУ, на вооружение, на оборону. У нас достаточно всего? Нет, недостаточно. У нас захист прав властности? Нет. У нас классная инфраструктура развита? Нет. Так зачем мы тогда тратим такие деньги и не получаем ничего? Я понимаю, мы идем в магазин, покупаем там условно яйца не по 17, а по 9, и мы понимаем почему. А почему мы тратим 67% буквально своего бюджета, да, и не получаем ничего, и даже вопросов таких не задаем. Очень важный этот нюанс. Поэтому, когда нам уряд говорит сейчас, нужно повышать налоги и вводит так дополнительную регуляторку, нам всегда нужно понимать, а во что это выливается для бизнеса, потому что бизнес это же не со своего кармана будет платить, это все переносится в цены, тарифы, в конкурентоспособность. И важнейший элемент, почему мы это предлагаем, потому что Украина, если бы она была там изолированной страной, тогда да, но Украина работает по правилам мировой конкуренции. И будучи страной с долей ВВП в мире 0,16, да, мы не можем быть законодателями МОД, то есть мы не можем быть Китаем, который с 18% приходит и говорит, ну, ребята, у меня хороший рынок там, емкий, да, и я вам буду говорить, что вы делать будете и там Маску, и другим компаниям. И, собственно, он это делал до недавнего времени. Мы же, то есть это есть такая хорошая американская пословица, beggars cannot be choosers, то есть нищие не могут быть в состоянии выбора. И нам нужно из состояния, вот где мы находимся, перейти в состояние субъектности, которые могут выбирать. Вот. Поэтому эти все конкретные параметры важны для того, чтобы мы стали в конце концов субъектами и получили тот необходимый ценнейший ресурс капитал в самых разных формах. Еще такое замечание теоретическое, на самом деле, но очень важное для нас. Когда мы все учили как-то экономику, кто-то больше, кто-то меньше, и нас, и Адам Смит, и Маркс, и прочие учили 3 формам капитала. Да? Помните? Земля, деньги и рабочая сила. Важнейший ресурс, форма капитала, которая требует изучения и учета, нематериальный актив, экономическая свобода. Потому что, когда мы посмотрим на то, что она дает, вот вообще теория, вообще вот, учет нематериальных активов – важнейший компонент вот этой новой теории роста. Когда она есть, тогда все нормально. Когда вот, опять-таки, одни страны богатые, другие бедные, многие разные там и географию говорят, и институты, и демократия, но все так или иначе упирается в то, сколько в той или иной стране экономической свободы и частной собственности. А это, безусловно, не в воздухе повисает, это повисает и упирается в модель предпринимательского взрастания, авторами которого являются в том числе люди, родившиеся в Украине, тот же Людвиг фон Мизес. Поэтому, когда мы говорим вот про этот инструмент, также очень важно актуализация и развитие той модели роста, которая исторически себя оправдала там, где она только работала. То есть не надо нам брать за базовую модель, которая 95% стран мира законсервировала бедность.
Если вы возьмете модель, которая предлагает МВФ или Всемирный банк сегодня, ОЛСР, да, даже если мы возьмем то, что там предлагает в нашей там, вот, согласованной с Европейским Союзом программе, мы никуда не пойдем. Мы просто будем топтаться на месте, и мы перезагрузим олигархат, соответственно, мы не добьемся целей, которые прописаны в стратегических документах. Есть одно, вот, послушав наших полисемейкеров, они, честно говоря, обижают украинцев и даже оскорбляют их, потому что их тезис заключается в следующем. Типа, у нас классные законы, но люди не дошли до уровня понимания их. То есть законы хорошие, а народец плохой. Вот недавно буквально один из руководителей парламента публично это сказал. То есть постсовковая модель, она чуть ли не определяет сознание и выбор человека. Если вы проанализируете украинские законы, вот это то, что делает как раз самое разрушительное воздействие на украинскую экономику, на суспільство, на бизнес. Дискреция чиновников. Она рождается на интерпретации. Прокуроры, судьи, адвокаты, вот они вот на этом, собственно, и зарабатывают. Что такое там доцільне, обґрунтоване, перспективне, нормальне, збалансоване с точки зрения там, бюджетной политики, монетарной политики. И когда пишут разного рода методички конкретные люди, да, конечно, они имеют в виду одно. А всегда опирается там, ты получаешь кредит под инновационный продукт. Какой? Почему это именно это ты считаешь инновациями? А кто будет платить в случае этого провала? Причем самое интересное, что когда нам предлагают там зелена энергетика, зелена сталь, зеленое Т, зеленое С, есть замечательная работа шведских ученых, анализирующих 20 лет развития аналогичной политики в Европейском Союзе. И их вердикт, диагноз нас всех, безусловно, смутит, потому что в Европейском Союзе с их контролем, аудитом, они признали эти проекты неэффективными, затратными, львиная доля которых. Есть анализ промышленной политики Америки, 60 лет промышленной политики Америки, 1960-2020, сделанной не либертарианцами, не там, отвязными какими-то анархистами, а уважаемым Международным институтом Питерсона, где черным по белому написано, все эти DARPы, все эти инновационные проекты и так далее, в лучшем случае в ноль выходят. В лучшем случае, да? А в худшем случае это все провал. Поэтому с точки зору информации, знаний, как нам строить свою промышленную политику, развиваться, да, вопрос такой, знаете, который Хайек говорил, высокомерное невежество. Да? У нас нет информации в условиях современных технологий определять на будущее чиновниками, что хорошо, что плохо. Если ты распоряжаешься своими деньгами, заметьте, люди, которые чаще всего кричат про точки роста, предлагают это сделать за счет государственных ресурсов, а не своих. Но если ты убежден, что те или иные технологии, либо там нанотехнологии, либо квантовые компьютеры, либо какие-нибудь завиральные там энергетические станции, такие крутые, иди к человеку с деньгами, скажи, вот дай мне 5% или 10%, и давай построим. Лоббируя это. Нет, они идут только в правительство для того, чтобы кто-то дал деньги. Вот, и здесь тоже большая угроза есть. Если мы пойдем по такому пути, мы можем прийти в ситуацию, которая была в десятках развивающихся стран мира. Возьмем деньги, их освоят, мы останемся с какими-то активами, управление которых не будет иметь смысла, и мы еще будем деньги потом тратить на то, чтобы это захоранивать. Это просто мертвый капитал, который образуется в результате госпрограмм. И это нужно очень хорошо понимать. Вот тот слайд, который я говорил, видите, 67,6% это все затраты, которые есть. Включая инфляционный податок, регуляторный податок и також. Причем одно из важнейших там, слабых мест украинской экономической политики взагалі – это дефицит острейших знаний, теории денег и бизнес-цикла. Вот мы недавно проводили опять научное чтение Мизеса во Львове, и выступал наш коллега из Германии, такой очень крутой специалист по монетарной политике. И он начал с того, что, вы знаете, вот я в Украину
не был еще в Украине, но я посмотрел на базу данных, и Украина с показателем 12,7% инфляции является 13-й в мире как неблагополучная страна. 13-я в мире. Африка, потом тоталитарная Беларусь и, пожалуйста, Украина. Это не есть поддержка экономики, экономического роста. Вы заходите на сайт Центрального банка Швейцарии, заходите на сайт Центрального банка Европы, ЕЦБ, и там черным по белому написано: наш вклад в экономический рост, а ми економічне зростання – це мета нашої взагалі стратегії, да? Это 2% инфляции, целевой показатель. 2, там, конечно, 0,2, но тем не менее 2. Но не 12,7. Опять-таки, это один из показателей. То же самое. Другой показатель важный, а сколько кредитования. Да? Кредитование частного бизнеса в экономике должно быть на уровне 70% ВВП минимум. А в Украине сколько? Меньше 10%. И причем до 2033 года в рамках стратегии МВФ и значит, нашего уряду ничего изменений нету. Там 28 в целом, но если у нас экономика державна и там главная держава, соответственно, там львиную долю денег получает опять-таки державное предприятие под госгарантии и так далее, и так далее. То есть мы говорим, мы хотим в Европу, да? Европа, например, в индексе экономической свободы 15 стран в топ-30 члены ЕС, в индексе защиты захисту прав властности 14 стран первые члены ЕС, да? А у нас 102-е, 150-е. Недавно индекс верховенства права, мы 88-е место. Ну, какую Европу мы идем? В Европе давным-давно такого нету. Причем надо понимать, что если ты вот с большого этого левиафанского державы, ты же не перескочишь медленно маленькими шажками в другое измерение. Тебе нужно сначала ограничить функционал, сказать: ребята, ЗСУ, там, мы тратим 20-25% ВВП, потому что война, мы даем возможность частному бизнесу, сектору производить оружие, вот, мы значит, уходим из того, смысл которого держава там заголинимая, и все, и тогда мы идем вперед. Иначе просто мы никогда туда не придем. Вот. Поэтому мы для создания индикатора экономической свободы выделили 8 групп факторов. Вот они перед вами. Вот. И мы немножко там проанализируем, из чего они состоят. Первое. Правовые – это институциональные чинники. Вот ну, то, что вы уже знаете. Это было 23-й год, у нас 126-е место было. Сейчас 150-е. Потом международный захист прав было 105-е, вот сейчас 102-е. То есть это вот как бы тоже показатель того, где мы находимся. И это место, опять-таки, корреляция. Это и доход на душу населения, это темп экономического возрастания, это разница между бедными и богатыми, это и экология, все-все-все. Там вот у нас в докладе есть четкая табличка, 18 параметров влияние экономической свободы на совершенно разные аспекты жизни. Просто посмотрите, и там это все как бы говорит само за себя. Вторая макроэкономика – это, пожалуй, один из самых слабых вообще элементов безопасности, экономической безопасности нашей страны. Вот это показатель того, насколько мы гостеприимны по отношению к людям с деньгами, с капиталом, с технологиями. Пересчитанные накопиченные инвестиции на душу населения – это показатель нашей инвестиционной привлекательности. Это не госкредит, это не дотации, это те деньги, которые дают нам, люди приведут конкретно свои деньги. Дивіться, 1430 – это показатель в 3 раза даже больше, меньше, чем среднемировой. Показатель в 8 раз меньше, чем среднеевропейский. То есть мы говорим welcome. Если вы проанализируете, как работает наше агентство по привлечению инвестиций, в них нужно радикально и менять работу, потому что они привлекают в госпрограммы, госпроекты, под госгарантии. Это не одно и то же, чем привлекать и накопичить иностранные инвестиции. Это очень важно понимать. Одно дело, когда вы привлечете там 20-30 больших проектов госгарантии, другое дело, когда 7 миллионов украинцев приедут со своими, там, кто там $1 000 000, кто 100 000, кто 10 миллионов, и будут развивать всю страну.
Вот что нужно. А для того, чтобы было первое, это нужно вам с госгарантией договориться с чиновниками высокого уровня, да, или с губернаторами, да. А во втором случае вам нужно просто совершенно другие правила игры для всех. То же самое для экспорта товаров и послуг. Я посмотрел на проект, на прогноз этого МВФ до 2033 года, и это кошмар. Потому что если они прогнозируют, что в 1933 году наш экспорт товарных будет там 80 миллиардов всего лишь, там 75, грубо говоря, это застой сырьевой экономики. То есть они в этом проекте видят Украину как страну, которая будет, ну да, безумовно, там сельхозсырье, будут энергетические ресурсы, будут редкие металлы, там все. То есть то, что и так не требует особых изменений институциональной структуры капитала. И опять мы говорим про то, что вот по этому показателю мы далеко позади. Там Польша имеет почти 10 тысяч на душу населения, там Ирландия вообще заоблачный показатель. А каждый экспорт товаров и услуг – это рабочие места, это поступление в бюджет, это технологии. Так или иначе, это ресурс страны, который нужен нам для фундаментально важной цели – для захисту країни від внешнего ворога. Нам это нужно понимать. Нам нужно понимать, что мы должны, если бы мы тратили 3-5% ВВП на оборону протягом 20 років до вторгнення, мы бы потратили на 105-110 миллиардов долларов больше. То есть мы можем сказать смело, недофинансирование обороны Украины составляет около 110 миллиардов долларов из-за того, что у нас были неправильно расставлены бюджетные приоритеты. Кто-нибудь эти вопросы ставил? Нет, потому что не было такого инструмента, который сейчас у нас появился. Монетарно-финансовые чинники. Дивіться, инфляция среднегодовая берем 3 года последних, 14,1. Кредитование приватного сектора меньше 15, я написал там с запасом, потому что на самом деле его меньше 10, но тем не менее, смотрите, где зона устойчивого роста, где зона экономической безопасности. Вот здесь мы должны быть. Причем, когда я говорю, что вот это вот индекс финансовой открытости, это тот инструмент, который мы должны все, и журналисты, и политики, и эксперты, и громадское суспільство, казати, даже наши организации, которые занимаются захистом наших військовцев. Люди, которые воюют, они получают в гривнах, правильно? И каждый год с этих денег минус 15%. Блин, ребята, а зачем тогда вы? Ваша задача вот, Национального банка сделать конкретные стабильные деньги. Инфляция – это закон, да? Это не то, что там, я придумал или еще что-нибудь. Это то, что Лагард говорит, то, что говорит Пауэлл, то, что говорит любой специалист в сфере монетарной политики. Это налог на бедных. Все. И поэтому, когда у нас вот такого рода политика, она бьет по бедных. Бедные возмущаются, потому что они не могут купить товары и услуги. Соответственно, идет кризис доверия к власти. Идет кризис доверия к власти, есть напряжение. Соответственно, опять-таки гражданские конфликты. Вот вам, пожалуйста, логика поведения, почему мы эти факторы сюда включили. Податково та бюджетні чинники також. Дивіться, розмір видатків органів державного управління 60,5. До війни протягом 20 років, 2004-2021, у нас був середній показчик 45% ВВП. 45%. И опять исторический факт, друзья. Это же опять-таки не я придумал. Исторический факт. Ни одна развивающаяся страна мира с таким размером государства не становилась, там, не обеспечивала долгосрочные быстрые темпы экономического роста. Ни одна. На каком основании люди, которые предлагают вот такого рода государства, рассчитывают на швидке економічне зростання, на повернення людей, на технології, на інвестиції, на будь-які інші показчики. Это не научно, это высосана из пальца утопия. Нам, ученым, нам, людям, серьезно относящимся к аналитике, надо, чтобы мы делали свою стратегию развития на фактах, на научних досвідах. Також державний борг за останні 3 роки 70%, 2025 рік у нас вже буде більше 100, якщо вірити МВФ опять-таки. Это с учетом того, что нам уже простили часть и простят еще часть. И вопрос был, а нужно нам было вообще брать столько денег и навіщо было брать стільки грошей? Куда, как мы их использовали, как мы их заинвестировали?
И одно дело, помните, когда была такой, радость была там 2010-е там, годы, когда там, о, нам дали евробанды под 7% годовых, вау. И вот сейчас, пожалуйста. И опять, когда ты на такой крючке у кредиторов, да, я просто, вот как разрушается довір до уряду, до взагалі України, как разрушается имидж, да, когда мы ставим не знак равенства между кредиторами, а мы старых кредиторов отодвигаем, а новых кредиторов обслуживаем по полной программе. То есть мы внутри страны своим обслуживаем по полной программе в год, а тех, которые нам евробанды покупали наши раньше, типа, ребята, ну, вы уж как-нибудь там, подождите. Мы ж у нас война, ну, а тем не война, что ли? То есть это опять-таки мы разрушаем принцип равенства условий хозяйственной трактовки кредитора. Регуляторні чинники. Це також, то есть, вот, частка робочої сили, яка отримує доходи за рахунок платників податків. Средний показчик ОСР стран, 38 стран самых развитых, 13,8. Есть страны, Южная Корея, Япония, где меньше 7. У нас каждый второй занятый получает деньги за счет других. Каждый второй. И когда мы говорим, это много разных вопросов с этим связано, например, мобилизацию делать, да, відкіль люди повинні бути, так? Вот люди, которые, какой у них добавленную ценность никакую в экономике делают, да, вот я понимаю, там вопрос, связанный с безопасностью, это вне сомнения, там, пограничники, люди, которые обеспечивают вот взагалі функционирование государства, но миллион там инспекторов, как управляти ризиками, взагалі це ж завантаження на підприємця, на відтворця. Вот. И поэтому тут, конечно, надо радикально это все поменять. Потом место за параметрами инвестиционного средовища индекса глобальной инновационности. Мы можем сказать, там один индекс плохой. Если возьмете 4-5 индексов, где идет оценка регуляторной качества и институтов, вы на меньше сотки места не найдете нигде. Вот индекс глобальной инновационности, это индекс Всемирной организации защиты прав собственности, WIPO. Вот он каждый год делает, и там каждый год есть конкретные показчики. И вот конкретный показчик, видите, 126 место. Есть индекс Всемирного банка, качество госрегулирования, эффективность правительства. Мы там 120-е, 130-е. Опять-таки, если это с года в год повторяется 20 лет, вы не можете ожидать, что только с приходом нового парламентского там, большинства или меньшинства, нового президента, премьера, это вопрос не в личности, я хочу понимать, это вопрос в институтах, в качестве, в механизмах, которые здесь существуют, и не именно они являются основной угрозой безопасности. Инфраструктурные чинники, опять-таки, мы понимаем, инфраструктура должна быть, но дивіться, 77-е место по качеству общей инфраструктуры, опять-таки, это не то, что... Вы представляете, мы сидим за столом, тут есть там транснациональные корпорации, которые хотят уйти из Китая, да, а у них там 10, 15, 20 триллионов долларов, и что мы положим на стол? Какие наши карты, грубо говоря? Помимо того, что мы такая замечательная страна, у нас там все география, да, география замечательна, да, земля замечательна, но землю и так у нас эксплуатируют нещадно. А ты спросишь, а сколько вообще у нас неучтенной земли? А как у нас схемы по НДСу работают с выводом капитала? И все становится совершенно по-другому. А впускают здесь нормальных иностранцев в землю? Нет. То есть земля – фактор, который не может быть основой для швидкого розвитку протягом 20-30 років. Совершенно другие факторы нужно подключать. И мы это понимаем. Инфраструктура нужна. Сколько у нас частных железнодорожных компаний? Зачем нам вообще нужна Укрпочта государственная? Сколько у нас частных авиационных компаний, война, понятное дело, сейчас. И многие другие вещи, там, потому что важно понимать уровень конкуренции на тех или иных сегментах рынка. И когда уровень конкуренции хороший, безусловно, потребители хорошие, капитализация хорошая и так далее, и так далее. Социальные чинники також. Мы говорим, что у нас то есть, логика Министерства охороны там, здоровья и социального захисту населения, что нужно большие социальные затраты. Ну хорошо, если вы тратите 20-25% ВВП на социальный захист, покажите эффективность. Дивіться, ладно, индекс социальной стійкости, это дает
Alliance Research, ребята, которые занимаются страховым бизнесом. То есть они, понятное дело, у них одна методология, они анализируют работу во всем мире. И 95 место. Какая тут социальный захист? У нас 100 с чем-то групп льготников. У нас черт знает, что творится в пенсионной системе. У нас система здравоохранения никак не мотивирует на здоровый образ жизни и на экономию ресурсов. И многие другие параметры. От того, что мы имеем систему образования, еще старую систему, в которой опять-таки есть разрыв между тем, как ты платишь и что ты получаешь, да, и формально галочки там, охват населения. Там. У нас, я посмотрел, по количеству учителей на душу, на количество учеников, мы в топ-15 мира входим. А по рейтингу есть такой PISA, да, то есть качество среднего образования, мы уже начали откатываться назад. И те страны, например, Швеция, Южная Корея, у них учителей в 2 раза меньше на учеников, а показатели качества, математика, логика и сайенс выше. Соответственно, нам нужно 100% и здесь реформы проводить для того, чтобы соответствовать. Наконец, очень важный момент, то, что я говорил, нематериальные активы, да, и опять индекс мягкой силы. То есть это то, что мы получили подчас войны, потому что мягкая сила складывается с узнаваемости. У нас абсолютно 100% почти узнаваемость нашей страны в мире. Кожный знает Украина и пишается Украина и так далее. Також. Но последний, мы были там очень высоко, но там помимо этого как раз есть и факторы человеческого капитала, и захист прав властности, и всего. И мы свое 43-е место, да, должны транслировать в деньги, в инвестиции, в торговлю, в снятие барьеров, которые есть, и так далее, и так далее. То есть в интеграцию нашей страны в мировые там, ланцюжки доданой вартости, в компании «Маяки», во многие те проекты, вот то же самое там готовит там Маск или кто-нибудь, какой-нибудь новый продукт. Да? Он рассматривает Польшу, Словакию, Румынию, Германию и Украину. И нам четко нужно понимать, что мы должны такого супер классного предложить для того, чтобы к нам пришли. Потому что, если посмотрите на цифры, что приносит с собой иностранные капиталы, у нас есть свой капитал внутри страны? Достаточно? Не мая. Мы видели, какой уровень кредитования сектора. У нас есть свои технологии прорывные? Нет. У нас есть доступ к цепочкам продвижения товаров и услуг? Нету. Значит, мы свою soft power, что украинцы являются частью мирового сообщества, должны транслировать через все разные виды политиков на то, чтобы к нам пришли люди. Они принесут нам все. И вот когда вы там во всем мире транснациональные корпорации создали там больше 85 миллионов рабочих мест. А в Украине сколько? Доля. И все нужно мерить долями, процентами, и на этом оценивать работу правительства. Потому что если вы будете говорить, вот мы работали, мы провели форумов, мы столько там, мы приняли закон о том, что у нас вот на бизнес сейчас будет отчитываться по 17 индикаторам устойчивого развития. Заглядите, про что? Навіщо це? Бизнесу в Украине, который и так зарегулирован, навесили дополнительную регуляторку. Это что, повышает нашу конкурентоспособность? Это что, защищает нас от каких-то угроз? Галочку поставили и в надежде, что кто-то там получит премию там, или какой-нибудь другой там грант отработает. Так нельзя. Вот. Поэтому, проанализировав все это дело, вы видите по 8 блокам, где мы находимся. Право институции – это как раз и демократия, у нас гибридный режим, поэтому у нас достаточно, это желтое. Макроэкономика, гроши, податки, регулирование, инфраструктура. И дивіться, в точке зору как раз работы Кабинета министров и Национального банка. 2 ключевые группы и самые низкие рейтинги. Это червоный или красный уровень загрозы и небезпеки. И нужно понимать, что вот когда вот это уже пожар, да? Это нужно принимать конкретные очень жесткие меры, потому что это не про fine-tuning, это не про такое там мягкое регулирование, это нужно просто реально уже менять систему, менять очень много внутри. И вот проанализировав все эти вот вещи, то есть средние арифметические 8 факторов, получается, что индекс економічної безпеки України – це 35,2 из 100 возможных. Очень близко к показателю Украины в Transparency International по индексу восприятия коррупции. Там 36, а этот получилось 35.
там мы где-то там 100 какие-то там 12-е, но если мировой, мы в следующем году мы сделаем больше стран, чтобы понимать, как мы соотносимся с остальными. Да? Поэтому у нас такая методологическая, это была научная работа, вот, на основании которой мы сделали наступные висновки. Система національної економічної безпечності знаходиться в небезпечній помаранчевій зоні, це ви бачили. Основна загроза економічної безпеки – функціонал, розмір та дискреція держави. И вот это вот то, что мы должны осознать, что нам не нужно там предъявлять претензии там, к личностям, а нам нужно в конце концов менять, как мы управляем страной. А управление должно быть построено на одном, на мой взгляд, феноменальном успехе Украины, украинцев, которое было продемонстрировано в еще одном рейтинге, индекс благотворительности, когда 10 лет назад, до войны, Украина была на 150-м месте с точки зрения благодійності, то есть мы не помогали иностранцам, мы не донатили деньги, мы взагалі были людьми там, себе, там, мы никому не доверяем. А в 2023 году мы заняли второе место. Это к вопросу о том, где искать резервы для реализации всех наших амбициозных планов в людях, в бизнесе, в суспільстве, но не в державе. Потому что держава имеет такое огромное количество ресурсов, полномочий и охвата, да, что другого просто не хватает места для суспільства, не хватает места для бизнеса. И поэтому идет то, что вот опять-таки ученые называют процесс crowding out, вытеснение частной инициативы частного капитала государством, державою. Естественно, поэтому вот это нам четко нужно понимать, откуда исходит угроза нашей безопасности и бизнесу и так далее також. Україна проіграє навіть регіональну конкуренцію за передові технології та прибуткові ніші у глобальних ланцюжках цінності. Вот опять возвращаясь, значит, к индексу захисту прав властности, мы с нашего региона Центрально-Восточная Европа и Центральная Азия из 25 стран, которые выделяет вот эта организация рейтинг, находится на 23-м месте. Хуже только авторитарные режимы, там, вот, понятное дело, Беларусь, Россия и, по-моему, там Туркменистан вот туда. Все, 23-й. Вот и поэтому говорю, что мы при прочих равных, даже если у нас будут золотые переговорщики, даже если у нас будут очень любить, но поверьте мне, любовь – это одно, а давать деньги свои и строить бизнес – совершенно другая логіка. Без зміни відносин держава-бізнес, ерозія порівняльних переваг України після перемоги в війні прискориться. І тому от самий большой вопрос, коли ми говоримо не тільки повернення людей за кордону, а може случиться очень опасный сюжет, когда у нас будет залишиться армия, там сколько у нас будет, там, может, там 700 тысяч, миллион, не знаю, сколько будет, это вопрос к военным, да, но много людей, миллионы еще снимутся, уедут из страны, потому что там у них жены, там у них дети, там у них друзья, там у них все, и мы лишимся, не только там к нам не приедут, а наоборот, еще от нас уедут. И на основании проведенной работы, этих всех данных, цифр, ми сделали следующие рекомендації нашому уряду. Самперед, проведення глибокої ревізії законодавства з урахуванням наукових висновків і емпіричних даних. Вот это вот аудит законодательства супер важен. Нам не нужно оценивать Верховную Раду по количеству принимаемых документов новых. Нам на повестке дня радикальна, глибока дерегуляція повинна бути. Тому що регуляторні издержки, опять-таки, это не мы придумали методику, в Америке 2 организации занимаются оценкой регуляторного воздействия на экономику. Сколько это в деньгах? И вы не поверите, организация американских промышленных производителей оценила регуляторную нагрузку Америки более чем на $3 триллиона. Только federal level, федеральный уровень. 3 триллиона. То есть это получается, что в Америке в дополнение к налоговой нагрузке, к инфляционному налогу, есть налог около 10% ВВП, который, безусловно, душит американский бизнес. И американский бизнес в ответ на такие нагрузки, что он делал 30 лет назад? Офшоризация, китаизация, там другие ниши делал. Да? А что мы можем делать? Тень. Когда нам говорят, что у нас тень, потому что украинцы не в состоянии понимать свободу и работы в легальном секторе, это ложь, потому что это оскорбление украинцев,
якобы которые с геном коррупции родились. Это полная ложь, потому что мы должны понимать, почему это возникает. Неравенство возникает не потому, что мы жадные такие, не платим налогов и вообще не думаем про людей вокруг, а мы потому, что мы видим дискриминацию неравенства через совершенно другие механизмы. Буквально недавно был опять-таки диалог с бизнесом, когда представители бизнес-ассоциации четко сказали: ребята, вам не надо сводить всю дискриминацию к наличию ФОПов. ФОП – это маленький сегмент самозанятых, людей, которые делают свое дело, дай бог им счастья, удачи и не банкротства. Да? Но дискриминация именно малого, среднего, микробизнеса получается совершенно с других сторон, вот с тех, которых, собственно, мы говорили. Скорочення функціонального розміру держави. Я как-то лет 15 назад, когда еще были другие люди при власти, задал простой вопрос. А сколько функций выполняет украинская держава? Просто, если вы считаете, что нужно держава функции, сколько? В конце концов, я не получил ответа, но опять методом сравнительного анализа аналогичных стран в украинская держава виконує 7,5 тысяч функций. И каждая функция – чиновник, каждая функция – это методичка, каждая функция – это регуляторка, каждая функция – это, вот знаете, как этот Гулливера связывать ниточками, вроде бы одна ниточка ничего, а когда тебе 1000 ниточек или мільйон ниточек, вот тебе, пожалуйста, який може бути розвиток. Відмова від практики визначення точок зростання національної економіки, стратегічних секторів – это то, о чем мы даже с Анатолием до начала дискуссии имеем теоретические и даже практические споры, потому что здесь нужно понимать одно. На основании какой информации чиновники принимают решения о стратегических секторах либо коммерческих проектах. Вот. И с учетом дизруптивных технологий, которые разрывают все вокруг, с учетом конкуренции, с учетом всего-всего, является ли выбор чиновников основанием для успешного коммерческого проекта. Опять, мы анализируем европейские кейсы, мы анализируем американские кейсы, там провал, на каком основании, вы думаете, что чиновники, будь-які Верховна Рада або уряд, прийме рішення про те, що майбутні точки зростання будуть комерційно привабливими і успішними. Дерегулирование, приватизация, новая фискальная и монетарная политика, в этом нет никаких сомнений. Мы не можем сегодня заниматься анализом каждого конкретного акта законодательства с точки зрения регулирования. Нам нужна регуляторная гильотина. Что это значит? Отменить все и сказать: ребята, вот помните, как было с полицией в Грузии? Полицию разогнали. Сколько они, 3-4 месяца без полиции были, количество аварий на улицах больше не стало. Да? И уволили 98% таможенников, то есть с изменением. То есть нам нужно совершенно по-другому относиться к органам госуправления. Сейчас у нас это со справками, с прокуратурой, со многими другими структурами, которые просто занимаются этим регулированием и интерпретацией того, что, собственно, и является проблемой потом для бизнеса и для конкурентоспособности нашей краины. И проведение щорічного аудиту державы, вопрос, который ставит в тупик Министерство финансов. Когда вы утверждаете бюджет, у вас есть критерии оценки эффективности денег, которые вы вкладываете? Вот что лучше, дополнительный миллион на образование или дополнительный миллион на здравоохранение? Дополнительный миллион на инфраструктуру, либо на будь-які інші цілі? Вот когда так ставишь вопрос, потому что в бизнесе логика такая. У меня собственнику бизнеса приносят проекты и говорит так: я тут заработаю 15, тут 17, тут такие риски, у меня такой capacity есть, такой капитал. И человек принимает решение, и он понимает, что он несет ответственность. Какую ответственность принимают Министерство финансов от того, что они принимают этот бюджет? С дыркой в 500 миллиардов, которые вдруг появляются в августе 2024 года. Вот эта проблема, что мы должны это все понимать, что опыта, знаний, информации есть, и наша задача просто сделать полноценный хороший диалог, внести эту информацию в дискурс с урядом, с бизнесом, с суспільством. Потому что парадокс украинского суспільства в том, что у нас свобода наша религия, 90% украинцев считают украинцев нашей основной ценностью,
А когда говоришь, мы проехали, все там 25 городов страны проехали, везде выступали, и в вузах, и перед бизнесом. И когда говорим, что, друзья, вы знаете, что у нас экономическая свобода на 150-м месте, все так, да не может быть такого. А вы знаете, что у нас экономическая там захист прав властности? То есть вообще украинцев нужна собственность? Все, ну, конечно, нужна, а как же иначе? А свобода нужна? Ну, безумовно. Так вот, нужно от этого мемов, от конкретных деклараций перейти к конкретной практике, тогда будет успіх. Поэтому ми створили Інститут свободи, щоб інформувати, просвітлювати і впливати на прийняття рішення. Дякую за вашу увагу.